Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь на улице Белинского. Идем в райсобес. И вот мы на пересечении улицы. Я не знаю ее название, но это улица, которая идет сзади Флакеры. Когда таксисты едут по короткому пути, они едут по этой улице за базарчиком Флакера от 16-этажки. Вот эта улица. Что-то вот новое построили, какой-то премиум. И вот у нас тут Бентли на Буйканах в легкую. Мерсы мы бросаем, пересаживаемся на Бентли. Мерседесы, Бьюики, Меркури бросаем и перебираемся на Бентли. Так, сейчас мы направляемся вниз по переулку с пересечения с Белинского. Я не знаю, что за переулок по-старому, но мы прочтем его по-новому. Так, таксисты нас не пропускают. Здесь пешеходный переход. Ну, ладно. Я был далеко, мы ему прощаем. Наверное, не все были в райсобесе, потому что вы уехали из Кишинева молодыми, когда вам не нужен был райсобес. Я тоже не старый, но в райсобес идем продлевать пенсию по молодости лет, по инвалидности. Так, что это у нас за переулок, улица? Вот наши кишиневские новые дома. Ну, тут красивый дом, но забор что-то очень глухой, ничего не видно. Но судя по отделке, тут все хорошо с домом. А это вот дома первой формации по крутизне, когда строили такие вот типа замков что-то. Красивая улочка, тихая, буйканская. Это у нас первый переулок после Чернышевского по Белинского. Сел на 3-й троллейбус. 22-й был полный. И решил пройтись с вами. Мы сейчас идем вниз с Белинского в сторону Дендрария. Пока что нигде не написано, что это за улица. Не знаю, кто здесь жил, пока что-то заявок у нас не было. Просьб на эти улочки, переулочки. Вот какая красивая тоже. Здесь очень уютно. На Белинского. Ниже Белинского. То есть. О, какой переулок. Ой, сзади машина. Девушки на Nissan Maxime за рулем. Там видно крыша общаги альфовской 16-этажки на Кока. Я узнаю сегодня эту улицу или нет, а? Вот мелко написано. Можем подойти и узнать. Потом я уже... Так. Страда Иона Раду. Ион Раду улица. Улица Ион Раду. Потом уже узнаем, как они называются по-новому, хотя вам... то есть по-старому. Вот есть сайт молдавский. И там старые и новые названия. Но в первой колонке идут новые названия, а в правой, сразу во второй, идут старые. Было бы наоборот, но у них нет выбора. О, как красиво, какие ели. И тоже вот домик очень уютный, красивый. Мне он определенно нравится. На подоконниках, на перилах балкона цветочки.
Эти ели очень сильно украшают экстерьер дома, когда они палисадники. Правильно сделали люди, нет, чтобы не посадили там какие-то помидоры, огурцы, за ними ухаживать надо, елки себе растут сами, дают свежий воздух. Красота. Вот этот дом тоже классный. Что-то в таком стиле. Забор у него китайско-вьетнамский. Такие драпировки. И сам он тоже... Верхний этаж, наверное, с подземным 4-й. Да, считайте, 4 этажа. Интересно сделано. Так, мы вышли на Нягу. Так, и где наш райсобес теперь? До или после? Воу. Наверное, до. До Раду. Чтобы я не промахнулся, а то мне что-то лень ходить. Не то, что лень, просто не очень удобно разгуливать, лишний наматывать километры. Вот этот домик. Какой интересный. Так. Очень красивый домик. И рядом супер техносооружение. Сплошные стены. А даже если они разделены на квадратики, эта отделка все равно такой, глазу не на чем зацепиться. Ага, вон девушка поворачивает в переулок. Видать, мы идем в правильном направлении к райсобесу. У меня вроде GPS работает нормально, но с этой стороны я не подходил ни разу. Там такой переулочек интересный. Но это мы еще не дошли до него. Вон чуть-чуть дальше. Тут улица какая-то. Пересекает. Вот еще одна улица пересекает Няги. Но, к сожалению, извините, я не знаю ее название. Она не сквозная, она не доходит до Белинского. Красиво здесь, прикольно. Улица Няги, дорогие буйканцы. Ну и кишиневцы, кому интересно, тоже смотрят. Скромный домик. Здесь жила моя знакомая Анжела, она постоянно просматривает наши ролики, вот ей будет приятно. Анжела Бодю, она работала в 9:03, она тоже хорошо знает город, поэтому ей интересны все ролики. Что он работает на скорой, они работали по всему городу, по всем переулкам, как таксисты. Ага, вот наш узкий переулочек, ведущий к райсобесу. Тут уютно примостилась пятиэтажечка такая в тихом, уютном райончике. Вот наши новые мусорки. Их разместили прямо на тротуаре. Не видно в дисплее ничего. Ага. Особенно их много на Котовского, когда поднимаемся к 40 лет в ЛКСМ с Садовой. Очень много. 5 мусорок я насчитал. Ну, по мне, так их не надо ставить прямо на дороге, потому что они не добавляют красоты улицам. О, привет, Армен! Иду в райсобес. Твоя? Супер. О, знакомый сосед наш. О, появилась у нас машина. Можем его теперь попросить проехаться иногда. Только надо денег на бензин поставить. Вот наш узкий переулочек, ведущий
к райсобесу. Я заметил, что чтобы не снималось, все равно кто-то да найдется, живущий на улочке какой-то переулки или по какому-то адресу. Кстати, делайте заявки, заказывайте съемку. Это я сейчас снимаю от себя, потому что, как говорил уже некоторым, я снимаю, когда иду по задачам куда-то, особо я не ходок. Ну, а когда уже есть меркантильный интерес, это уже другое дело. Ну, меркантильный, не меркантильный, но покрывать расходы надо. Сейчас вот крякнул соньковские аккумуляторы, это 85 евро. А нужно иметь два. У меня сейчас остался только один. Кэноновский сдох, 70 евро второй. Ну, не будешь таскаться с двумя, конечно. Вот мы уже в непосредственной близости к райсобесу. Вот он уже мною виден. Камера чуть ниже находится на уровне груди. Мини-райс. Так, что за улица? Райсобес, господа. Вот вам и весь ориентир. Кто же жил, тот знает название улиц. Тут главное место, а не название. Оп. Вот зеленые ворота райсобеса. Запретительный знак: курить нельзя. Камера не нарисована. Значит, снимать можно. Камера у них наклеена на дверях. Это камера наблюдения. Вот наш райсобес. Ну, там ничего интересного внутри. Это мы уже вышли из райсобеса и снимаю опять же для Анжелы Бодю. Она здесь когда-то жила. Помню, в этом переулке. Поднимаемся на Няги. И идем на Чернышевского на остановку. Так, этот переулок я снимать не буду, мы уже шли по нему. Вот мы и вышли на Няги. И меня кто-то просил, помню, показаться в камере. Сейчас попробую снять себе селфу. Хотя я очень не люблю селфи. Видел, как коллега, блогерша из Варны, шла, но у нее телефон. Там стабилизация цифровая, а тут оптическая и слабая в Sony стабилизация. Еще если мы подключим потом YouTube, вообще кадр обрежется еще больше со мной. Ну, вот мы в кадре. Только что нас обрадовали, что пенсия будет не в сентябре, а аж после 10 октября. Ну ничего, как-нибудь с Божьей помощью прорвемся. Так, продолжаем съемку. Сейчас мы ее остановим. Так, вот мы вышли на Няги. Идем в сторону Чернышевского на остановку. Вот наши мусорки. Сейчас я подтяну трость, а то начала греметь. Вот наши новые модные мусорки. Продолжаем наше движение. 1 сентября сегодня. Извиняюсь, что не снял вам школу. Первый звонок какой-нибудь, 18 или 59, но просто не было возможности. Погода сегодня классная. Бабье лето такое. По ощущениям особенно классно в тени. Вообще так ровно. Листва начала желтеть. Вот на примере вот этого ореха. Какой красивый орех. Листья еще не упали, пожелтели. Рядом зеленый. Вообще лепота. Просто прелесть. Так, наслаждайтесь, буйканцы, улицей Няги. GL. Это что у нас, джип? Да, мы на днях снимали тоже GL, но то был кроссовер. А это уже такой большой. Но есть еще больше. Нам нравятся большие машины, посадка, как в автобусе. А все остальные, как в тазике сидишь. Хотелось бы иметь джип, но нам бы аккумулятор купить, это мечтаю о джипе. Было бы классно поснимать Молдову. Да, кстати, в планах снимать не только буйканские улицы, Кишинев, а ближайшие населенные пункты, города, Таргеев,
Кутузова. Бывшая Кутузова, поселок Кутузова. Сейчас это... забыл. Ну, там, где Дончены. За Донченами. Мы можем в Бельце поехать, да куда угодно. Были бы командировочные. О, еще один очередной перл геометрический. Мне не нравится такая архитектура. Кубизм какой-то. Глаз, если цепляется, то за острые какие-то углы. Душа не радуется от созерцания. Вот еще одна у нас улочка, ведущая вниз к Дендрарию. Баташа мы называли ее Баташей в детстве. Ботанический сад. Что-то он потом плавно переименовался в Дендрарий. В народе, имею в виду. Сейчас уже мало кто, вообще никто не говорит Баташа. Скурянское озеро мы называли каналом, назывался канал. Куда идем купаться? На канал. Куда в казаки-разбойники? На канал. Лес называли лесопосадкой. Там, где 12-я поликлиника сейчас. Вот мы потихонечку приближаемся плавно. Вернее, мы плавно приближаемся, но ход у нас дерганый. Ну ничего, YouTube нас поправит. YouTube обещал 20 сентября частично отключить видеоредактор. Не знаю, останется стабилизация или нет, ибо стабилизировать в видеоредакторе минуту видео, оно растягивается где-то на минут 45. Он пока проанализирует видеоредактор, потом пока отрендерит, и все, время ушло. Так, о, Няги Чернышевского. Тут раньше, где сейчас Линелла, была какая-то кафешка, помню, в советские времена. Мы там кушали этот жульен. Мороженое, сладкую воду. Ну, там всякое было, конечно, не только мороженое, но давно уже нету этой кафешки. Давно. Вот вид на 7-ю поликлинику открывается перед нами. Подумывал как-то переименовать канал, потому что добрые ролики про Кишинев что-то название не пользуется успехом. А мне показалось, что это будет классно. О, зеленый. Что-то не... Ладно, мы постоим, поснимаем вам кишиневские буйканские машины. И... Да, тут короткий светофор. Я бы не успел. Вот 7-я поликлиника. Вам сейчас мы сделаем ближний план. Крупный план, то есть. Как нас учили. Крупный план. И здесь напротив 7-й поликлиники одна из самых таких уютных остановок. Напротив, но нигде. Не на той стороне, а напротив. Тихая такая. О, новый троллейбус белорусский. И сейчас скоро загорится наш. О, есть контакт. Нам зеленый свет дали. Переходим улицу. Ой. Скривил камеру. Извините. Да, вчера видел на AliExpress самый дешевый стабилизатор для телефона. $140. Но наш косонька не пойдет, она тяжелее. Хотя с блинчиком, но опять же деньги. Только за аккумы надо отдать 165 евро. А еще стабилизатор 140. Ну, считайте, 300 евро только так. Вынь да положь. Так что, друзья, делайте взносы. Я говорю на полном серьезе об этом. Этот проект очень интересный, очень привлекательный, душевный, романтический, приятный. Но, как
Как и всякое другое занятие, требует инвестиций. Камеры, батареи, бленды, штативы. Ну, если поедем в командировку, если будут финансы, берем с собой 2 камеры, штативы, помощника. Все как положено. Вот и остановка. Здравствуйте, что это, мускат у вас? Почем? 12. Вот у нас мускат, какой красивый, 12 лей, очень недорого. Взял бы, но руки заняты. Счастливо вам. Вот остановочка наша. 7-я. Я вам поликлинику не снял. Ну, ладно. Там есть снято. Вот остановочка. Да. 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 Бабушка что-то мне сказала. На молдавском я не все понял. Ну что-то насчет цен. Это остановка. Наслаждайтесь. Союз Печать. Вот. Специально для болгар. Вот кофе на тротуаре. 10 лей. Это 1 лев болгарский. Когда в кафе в Варне можно выпить кофе от 5 лей в кафе. И в ресторане свободно в центре города, в классном ресторане с тарелочками, салфеточками красивыми на тарелочках, скатерти, подсветка, легкая музыка, 15 лей. И здесь вот среди троллейбусов, автобусов взять в пластиковом стаканчике без легкой музыки под шум машин 10 лей. Небо и земля. В крутом баре на море в Варне, в Кишиневе, ну такое бомондовское место, кофе стоит 15 лей на пляже. И здесь, на Буйканах, где-то Днестра еще пилить и пилить, 10 лей. Ну, на этом пока прервемся. Вот вам был репортаж. Улица Няги, Чернышевского, райсобес. Вот остановка, про которую я говорил, напротив, тихая остановочка. Ну как тихая, мало людей, всегда она мне очень нравилась, уютная такая. Все. На этом мы прерываем репортаж временно. Другой не будет у меня, и я судьбу благодарю за то, что повстречал тебя. Я задыхаюсь от любви, в слезах купается душа, что было.